Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня, как всегда, хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. И сегодня я решила пораскрашивать вот такую раскраску Instagirl. Я ее покупала у Юли и Марины. Канал Полка с раскрасками и Маринины раскраски. Я у них в Инстаграм покупала, но эта раскраска, по-моему, как-то по-другому называется. Она на Симоленд продается вроде. В общем, мне она понравилась, так как, в принципе, и Инстаграм я обожаю, и сами иллюстрации здесь такие хорошие. Я покупала в июне 2020 года, ну и начала тоже в 2020 году летом в Питере на даче, раскрашивала вот эту иллюстрацию. Но знаете, что странно? Я обожаю раскрашивать цветы, вот эта тематика мне нравится, но почему-то я ее даже не дораскрашивала, потом уже доделывала. Странненько, конечно. И в принципе здесь очень хорошие иллюстрации, они сюжетные, и в целом как бы одежду я люблю раскрашивать, там цветочки, то есть, ну, в целом моя тема. Но, да, вот эту я раскрасила, причем, как вы понимаете, это стоковая иллюстрация, она много где встречается, и я ее уже, наверное, второй раз где-то раскрашиваю, но тоже с удовольствием. И, как я посмотрела, больше ничего не раскрашено, и при этом мне все здесь нравится. Ладно, решила исправить недоразумение, и надо бы ее как-то продвигать, потому что она классная. Выбрала вот такую иллюстрацию. Ну и раскрашивать я здесь буду карандашами. Вообще вот эти карандаши Faber-Castell замок, они у меня как-то не очень идут. Я вот думаю, может быть, мне здесь их на фон немного продвинуть. Я хочу, скорее всего, вот такой вот цвет. С другой стороны, можно же здесь сделать фон сухой пастелью. Нет, наверное... Ой, плохая идея. Сделаю я сухой пастелью фон, причем возьму прям желтый мелок. Убираю я это. Вот видите, не судьба у них. Отправляются обратно. Ну, правда, не самые удачные. Вот в прошлом видео я Joy Wish показывала из... В общем, с Алиэкспресс. Но это, конечно, совсем дно. Ну, а это вот на втором месте. Там дно, здесь плинтус. Так, хорошо, тогда примусь сразу за кактусы. Ну и возьму я карандаши из Fix Price. Вот они хорошие. Ничего не могу плохого про них сказать. Они прекрасны. Сейчас подберу еще какие-нибудь цвета. Что-то у меня тут какие-то совсем маленькие карандашики. Надо достать из запасов новые. Я тут, когда уборку производила... ну, кстати, можно достать еще это Ашан. Что-то перевернула тут все. Ладно, приступим. Наконец-то. Кактусы — это, конечно, очень здорово. Они прикольные. Фон я прям как-то сразу увидела.
Ну, стандартное сочетание, плюс расположение на листе и что-то такое прям, знаете, мексиканское, поэтому, ну, мне почему-то так кажется. Поэтому вот сочетание выбралось сразу же. Хотя, знаете, я вот сейчас вспомнила, по всей вероятности, почему у меня вот та первая иллюстрация не пошла, но при этом пошла вроде как эта. Бумага здесь плохая. Вот раскраска есть такая, ой, все, на которой вообще все карандаши ложились отвратительно. И вот я просто не могла понять, думаю, что-то меня там не устраивало, что я не докрасила. А теперь я вспомнила. Меня не устроила бумага, потому что вот эти карандаши, ну я не знаю, они же мягкие, классные, а ложатся здесь, ну вот тяжело, знаете, как будто они какие-то жесткие такие прям. А это ведь не так. Вот теперь вспомнила. Но с другой стороны, эта иллюстрация вот у меня как-то, ну вот все равно. Но я не помню, чем я здесь красила. А, здесь у меня лиры. Вот, по крайней мере, вот это лира Рембрандт акварельные без размытия. Теперь припоминаю. Ну, хорошо, тогда вот, например, я попробую сейчас полихромосы, к примеру, здесь. Даже уже интересно. Ну, раскрашу, например, горшочек. Ну вот полихромосы здесь неплохо ложатся, кстати. Помягче. Хотя сами по себе, вот как по мне, полихромосы жестче, чем фикс. Ну, видимо, все зависит, да, от бумаги и от состава карандашей, наверное, так. Могу ошибаться. Иначе как это еще объяснить? Ой, а вообще-то я молодец. Я же взяла эти карандаши не для того, чтобы горшочек раскрашивать. Я вообще-то собиралась раскрасить цветы. Вот я молодец. Вот молодец. Умничка. Не иначе как. Ну хорошо, пусть будет так. Так, ладно, следующий раскрашиваю. Я вот думаю, может мне все-таки купить эту кактус пати раскраску. Я как-то ее в Бук24 уже заказывала, но это было давно. Ну, когда она, в общем, вышла там, все ее покупали, я ее заказала. И в итоге она мне не пришла. То есть, ну, она то ли закончилась, то ли что, заказ отменили. Ну, и что-то я потом и не стала ее заказывать. И она мне вроде как нравилась, и в тот же момент думаю, да ладно, ну раз она от меня, так сказать, ускользает, чего, в общем-то, заморачиваться. Вот я понимаю, кактусы такая классная тема, может, и там бумага, вроде говорят, отвратная. Но с другой стороны, ее, когда раскраски переиздаются, иной раз и бумага бывает другая, может, повезет. А цветы, наверное, так я и буду делать, плюс-минус, потому что фон будет желтый. Какими еще синими мне не хочется делать. Ну пусть будет вот
все, знаете, в таком одном стиле, например. Ну, а вот горшочки как раз можно сделать разными. Ладно, раз здесь хорошо ложатся полихромосы, значит, раскрашиваю. Значит, так и быть. Пусть будут полихромосы. Но вот они здесь реально классно ложатся. Именно в этой раскраске мне прям понравилось. У меня вообще как-то я заметила, что вот с Faber-Castell как-то отношения весьма натянутые. Прям особой любви нет, потому что эти, которые акварельные, как они, дюреры, что ли? Это ж Faber-Castell, да? Насколько я помню. Ну, короче, они мне не понравились. Не понравились, я их там тестировала. Ни в какую. Вот полихромосы плюс-минус нравятся. Они весьма неплохие. Вот эти вот, то, что я показывала, детские Faber-Castell, ну, как бы прям совсем такое себе. В общем, да. Извиняюсь, у нас что-то... Ну, у нас постоянно сейчас что-то ремонтируют, что-то делают. И просто, видимо, кто-то что-то делает, и там капитальный ремонт по очередному разу пошел в подъезде. Ну, у нас просто... Это ж раньше было как, раз во много лет сделают капремонт, ну, уже так что-то там основательно. А сейчас, поскольку в квитанции мы регулярно за все платим, то, соответственно, ну, периодами что-то делают. В 17-м году там трубы меняли в туалете. Ну, вот. Сейчас вот фасад. Все никак не угомонятся. Ну, наверное, это хорошо. Лифт поменяли, который уже так скрежещет. Причем не всегда, но очень часто в течение дня. Так, ну что, а вот... так, кофе. Это же кофе здесь. Угу. Я хочу. Ну ладно, пусть здесь тогда будет светленькое. Так, чуть-чуть поднажму вот здесь с краю. А здесь пусть будет потемнее. И все-таки меня бумага здесь напрягает. Сейчас я еще добавлю вот здесь, в уголке, потемнее. А вот здесь, где крышечка, я только по краям едва-едва нанесу, дабы оттенить. Вот так будет, отлично. Ну что, вкусняшки. Здесь будет, наверное, хорошо пастельные карандаши поиспользовать. Здесь вот пусть будет розовенькая. И добавлю немножко темнее. Ну,
я особо не заморачиваться здесь не буду. Так. Каким делать? Так-то вообще сами иллюстрации очень кайфовые. То, что я люблю, моя тема. Не, ну вот эти вкусняшки все раскрашивать в целом я... Ну вот я когда-то попробовала, у меня получилось весьма так хорошо. А потом как-то я почему-то побаивалась. Но в целом мне нравится, но больше я люблю вот цветочки, лепесточки, всякую одежду красить. Так что вполне мое. Вообще, наверное, в магазинах должны быть тестеры раскрасок. Не, вот точно. Чтобы сначала потестировал бумагу, потом купил. Это была бы неплохая такая идейка. Ладно, пусть будут вот эти упаковочки одинаковые. О, как хорошо. Милота. Нежнятинка. Ну, всякую зелень. Я не знаю. Раскрашу ее просто. Потому что детали мелкие. И мне, например, не очень нравится все это прорисовывать. Другой вопрос, что, может быть, я потом либо черный, либо коричневый цвет добавлю. Ну, немножко где-то по краям, где-то в уголках. Вполне вероятно, что когда добавится фон, то вообще в этом не будет никакой необходимости. Потому что фон немножко зайдет на рисунок, и будет вполне естественное такое затемнение, контраст. А вот здесь так вообще такой оливковый цвет, и с желтым будет супер сочетаться. Так, ну а какое бы сделать сердечко? Ну, наверное, сделаю стандартно розовым, потому что иначе вот это будет весьма ярким пятном, что нехорошо. А так будет дополнять друг друга. Ну вот. Ну и плюс в том или ином виде красный, розовый будет на рисунке. И, соответственно, это хорошо разбавит. А вот здесь я сейчас подумаю, каким цветом.
У меня есть раскраска «Орнаменты мира Мексика», и там я вот так вот раскрашивала. Так что, ну, здесь, правда, видите, горшочки-то у меня в одном практически цвете. Ну ладно, пусть будет здесь по-другому. Я... Так, сейчас. Все-таки мне понравилось вот это хранение сухой пастели, но которую я покупала поштучно вот в этих вот пакетиках. Действительно очень удобно. Во-первых, пастель не будет пачкаться, потому что вот она испачкалась, ну, друг об друга, скажем, да. В общем, это удобно. Надо было так раньше сделать. Но здесь я, наверное, пастель не буду именно крошить. Скорее всего, я ее... Так, сейчас. Ульян, спасибо за дополнительные эти растушевки. Я, в общем, хочу вот так вот сделать. Если получится. Странно. Обычно я всегда так делаю. Сейчас наберу побольше пигмента. Странно, почему не набирается. Ну, видимо, потому что новая. Сейчас я возьму старую. Попробуем, что за ерунда. Или это все-таки, опять же, бумага выделывается. Нет, вот, видимо, просто помягче. Потому что уже... Ну, ладно, пусть будет. Та для чего-нибудь... Может быть, все-таки на другой бумаге и более жесткая пойдет. Или я буду в палитру крошить пастель, как я раньше делала. Вот, но в орнаментах мира я акварелью раскрашивала. Но там, собственно, бумага определенно лучше, мне кажется. А здесь я не знаю, что-то мне захотелось карандашами. Я вообще люблю сейчас карандашами раскрашивать. Мне прям гораздо приятнее. В общем, подумаю я насчет все-таки кактус пати. Может быть, стоит мне купить. Потому что Лулу Майя как-то не туда нажала. Видео остановилось. Ну и ладно. Значит, смонтирую. Я, возможно, к фломастерам, к раскрашиванию вернусь, но только в одной сейчас раскраске. Она у меня не начата. Потом покажу. Но я вряд ли ее сейчас начну на камеру. Мне почему-то не хочется. Это вот счастье, это Анастасис, что-то такое. Она у меня, ну, когда ее все покупали, я почему-то не хотела, а потом взяла себе на складе. И знаете как, вроде бы нравится, вроде бы неплохая, ну, а в тот же момент и как-то не хотелось раскрашивать. В общем, я ее не начала. Сейчас все присматриваюсь к ней, присматриваюсь. Я думаю, что, может быть, раскрашивать ее фломастерами, ну, какими-нибудь такими. Или же карандашами, но тоже вот какими-то штрихами, потому что тут у меня есть раскраска, где там еще с примерами, типа варианты, как можно заштриховывать и там еще что-то. Вот, может быть, в этом ее стиле, по крайней мере, напрашивается подобный стиль. Могу ошибаться, но так, вот здесь должно быть побледнее, значит, нужно вот
все просто растушевать. Такой стиль напрашивается. Может быть, я попробую фломастерами так. Не знаю. Так, а здесь вот думаю, коричневый или же оранжевый использовать. Или какой-нибудь кирпичный, что ли. Терракотовый, опять же. Да, наверное, терракотовый. Я просто почему сразу и фон чуть-чуть, и это чуть-чуть. Ну, чтобы на камеру просто вам было поразнообразнее видео, потому что, естественно, что там горшочки или кактусы, там одним цветом можно все видео раскрашивать, ну а все-таки для вас-то должно быть все-таки разнообразие в кадре, поэтому я тут и за одно, и за другое берусь. Ну вот сейчас я продолжаю придерживаться вот этой позиции, что раскрашивательный месяц у меня 2 недели. Хотя если я буду в этом темпе раскрашивать, как вот даже сейчас раскрашиваю, то в целом я, наверное, буду красить столько, сколько раньше, когда там составляла планы. То есть это вообще не вопрос. Но я думаю, что и так достаточно. Тем более, что меньшее количество там иллюстраций до 30 плюс-минус, да, извиняет то, что я все-таки стараюсь что-то сюжетное. Ну вот. Мне так пока нравится. Хотя я думала, что я всегда буду снимать видео про планы. Но вот поднадоело. А может быть, мне потом так надоест. Но я сейчас все-таки стала хотя бы действительно вот утерянное вот это вот уже удовольствие от раскрашивания я вернула именно за счет того, что не загоняешь себя в рамки, и вообще какие-то я стала себе позволять за кадром раскрашивать и дораскрашивать. Ну, в общем-то, да, чтобы все не надоедало, надо добавлять что-то новое. Менять какой-то свой темп и так далее. Вот полихромы какие-то мне дарила Оксана, какие-то я покупала. Вот это я тогда брала на пробу. Еще один там зеленый, какие-то телесные брала. Так, ну и продолжу раскрашивать кактусы. Надо мне свой кактус, который мне когда-то подарила моя ученица, надо бы мне его, конечно, там еще этот хлорофитум, ну, в общем, был отросточек от большого цветка, и я почему-то думаю, временно его туда посадила. А временное уже длится больше года. Вон там. Им, по-моему, хорошо вместе, но все-таки надо рассадить. Это не дело. Я не очень себе представляю, как это будет. Но это надо сделать. Я сейчас раз в тему, может быть, вам свой кактус покажу. Он у меня, ну, кто следит там в Инстаграм, ВКонтакте, видели, он летом зацвел. Красивый был такой цветок. А сейчас у него там еще маленький вот такой отросточек появился в самом низу в горшочке.
Прикольно. Извините за шум в очередной раз. Ну и пусть здесь тоже такой будет. Будем придерживаться единого стиля. Вот так. А горшочек сделаем. Но здесь еще можно и в теории что-то зеленое себе позволить. Ну, пусть разнообразие ради будет вот так вот. Чтоб синего тоже тут побольше было. Хотя, наверное, надо было с каким-нибудь мятным смешать. Ну вот как-то так. Мне нравится, как по итогу выходит. Ну, вот единственное, на камеру, конечно, не совсем ровно. Фон. Надо, конечно, получше постараться сделать. Ну, а это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Мой инстаграм 37 рыжая 38. А я благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных, раскрашивательных и осенних вечеров. До скорой встречи. Всем пока-пока.